Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом ролике я подобрала несколько рецептов выпечки с повидлом, которую приготовить очень просто и без заморочек. Я часто пользуюсь этими рецептами, потому что на выходе рогаликов и печенья получается довольно-таки много и точно хватит на всю семью. Первый рецепт – это рогалики с повидлом. Получаются нежные и очень вкусные, долго остаются мягкими и не черствеют. В миску выливаю теплое молоко, добавляю сахарную пудру, дрожжи, хорошо размешиваю. Добавляю 2 яйца, 1/3 чайной ложки соли, ванильный сахар и растопленное сливочное масло, которое остыло до комнатной температуры. Также его можно заменить на маргарин для выпечки. И снова хорошо размешаю, чтобы все ингредиенты соединились между собой. Добавляю муку. Изначально немного больше половины от общего количества. Остальное буду подсыпать по надобности. Начинаю замес. Тесто еще остается довольно мягким, поэтому всыпаю оставшуюся муку и перехожу на ручной замес. И вот такое мягкое и нежное оно должно получиться. На столе я не вымешиваю тесто, в этом нет необходимости. Вымесили в миске, и этого будет достаточно. Накрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте для подъема примерно на 1,5–2 часа. Прошло 1,5 часа, тесто прекрасно поднялось. Рабочую поверхность слегка припыляю мукой и выкладываю тесто. Делаю небольшую обминку. Вес теста выходит 1 килограмм. Разделяю примерно на 7–8 одинаковых частей, чтобы с ним было удобнее работать. В стороне подпыляю стол мукой и складываю заготовки. Чтобы тесто не заветрилось и не покрылось корочкой, накройте его пленкой. Беру заготовку и хорошенько окунаю в муке. Рабочую поверхность также обязательно подпыляйте мукой. Скалкой раскатываю в круг. Тесто должно получиться довольно тоненьким. Кондитерским шпателем либо же ножом для пиццы разделяю тесто на 16 небольших треугольников. На широкую часть выкладываю небольшое количество начинки. И без натяжения, не надавливая на тесто, закручиваю в рогалик. Складываю на противень хвостиком к низу, чтобы при выпечке рогалики не развернулись. Таким образом формирую все рогалики. Вот такие они получились, накрываю пленкой и оставляю на расстойку примерно на 30 минут. После расстойки сверху рогалики смазываю яйцом и посыпаю сахаром. Отправляю их выпекаться в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 15–17 минут. Друзья, рогалики готовы. Только посмотрите, какая огромная порция выходит с одного замеса. Вот такие красавчики получаются. И, конечно же, показываю, какие в разломе. Вот такой рогалик внутри, тесто прекрасно пропеклось, вышло тоненьким и начинки достаточно. Тесто на эти рогалики получается что-то среднее между сдобным дрожжевым и песочным, так что обязательно попробуйте их приготовить, тем более, что сделать это очень просто. Второй мой любимый рецепт – это рулетики с яблочным повидлом. Начинку для них можно выбрать любую, это могут быть орехи, вареная сгущенка или, как у меня, густое яблочное повидло. Выпечка получается очень нежной и практически не крошится, долго остается мягкой и не черствеет.
Такое печенье прекрасно хранится в пластиковом контейнере, либо же просто в пакете. Сегодня буду готовить полпорции, ну а в описании под видео я укажу подробную раскладку как на всю порцию, так и на половину. Для приготовления мне понадобится одно яйцо, желток необходимо отделить от белка, 120 граммов сливочного масла, также его можно заменить на маргарин для выпечки, 140 граммов сметаны, у меня жирностью 15%, сахарная пудра, разрыхлитель, соль, мука и ванильный сахар. Также примерно 150-200 граммов очень густого повидла, у меня яблочное. Изначально необходимо соединить жидкие ингредиенты. Все продукты для приготовления должны быть обязательно комнатной температуры. В отдельную посуду отправляю желток, сметану. Тесто на это печенье замешивается очень просто и быстро. Сахарная пудра, 1/4 чайной ложки соли и пакет ванильного сахара. Хорошо размешиваю венчиком, чтобы все ингредиенты соединились между собой. Если вместо сахарной пудры вы будете использовать сахар, тогда дайте массе постоять буквально 10-15 минут, чтобы сахар полностью растворился и на поверхности уже готового печенья не было заколерованных коричневых крупинок сахара. Готово. Отставляю пока в сторону. У меня в миске 300 граммов просеянной муки. Добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Хорошо размешиваю. Следующим этапом добавляю сливочное масло. Оно не должно быть сильно мягким. Достаньте его из холодильника примерно за 1 час до того, как вы будете готовить. Перетираю руками в мелкую крошку. Вот такая мелкая крошка у вас должна получиться. Делаю углубление, добавляю жидкие ингредиенты и начинаю замес теста. Изначально делаю это лопаткой, после того, как оно начнет комковаться, собираю руками в один комок. После того, как собрали тесто, высыпаю на рабочую поверхность примерно пол столовой ложки муки и перекладываю тесто. И совсем немного его обмешиваю. Сильно интенсивно, например, как дрожжевое, это тесто вымешивать не нужно. Тесто в себя вобрало всю муку, и вот такое очень нежное и мягкое оно получилось. Для удобства разделяю тесто на 2 части и подкатываю вот в такие колобки. Откладываю их в сторону на слегка припыленную мукой поверхность. Тесто также сверху немного припылите мукой. И оставляю отдохнуть примерно на 5-10 минут. Рабочую поверхность слегка подпыляю мукой. Беру один кусочек теста и раскатываю в прямоугольный пласт. Периодически кондитерским шпателем подравниваю края, чтобы тесто имело правильную форму. По толщине тесто должно быть около 2-3 мм. Выкладываю повидло, равномерно распределяю по поверхности. Только с этого края оставляю пустое место около 1 см. Сильно много начинки выкладывать не нужно. Для этих рулетов подойдет любая густая начинка. Это могут быть орехи, вареная сгущенкой, либо же, как у меня, очень густое повидло. И аккуратно сворачиваю вот таким рулетом. Шов оставляю снизу. Чтобы разрез был ровным и красивым, беру обычную нитку и разделяю на кусочки примерно 3 см в ширину. Аккуратно переношу на противень, выкладываю швом вниз. Со вторым кусочком теста поступаю также. Сверху рулетики смазываю белком. Сверху посыпаю сахаром. Можно этого не делать, а после выпекания просто припорошить сахарной пудрой. Даю белку подсохнуть буквально 5 минут и отправляю печенье выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 25 минут. У меня электродуховка, выпекаю на режиме вверх-вниз, без конвекции. Друзья, мое печенье готово. Вот такое бесподобное оно получилось. Рулетиков получается довольно-таки много, и это только половина порции.
Также в описании к видео я оставлю раскладку на полную порцию. Печенье вышло красивым, ароматным и, конечно же, очень вкусным. Благодаря тому, что начинка была довольно-таки густая, как видите, все повидло осталось на месте и ничего не вытекло. И вот такое оно выходит в разломе. Выпечка вышла очень нежной и печенье практически не крошится. Так что обязательно попробуйте приготовить такую чудесную выпечку по моим рецептам. Порадуйте своих близких. Ну и, конечно же, делитесь своими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну а я вам желаю приятного аппетита. Спасибо, что смотрите мой канал. До встречи в новых роликах.